старые давние времена, когда Московское княжество было маленьким, а Киев лежал в развалинах, Русь находилась под игом Орды. Русские князья ездили в сарай, чтобы засвидетельствовать свое почтение хану и получить от него ярлык на княжение. Со временем Киевская земля отошла к Великому княжеству Литовскому, а московский князь стал самым главным на Руси. Он начал присоединять земли других русских княжеств, и к середине XVI века в состав московского государства входили земли Владимирского, Суздальского, Ростовского, Тверского, Ярославского, Новгородского, Псковского, Рязанского, Смоленского и других русских княжеств. Бояре и дети боярские этих земель становились подданными московского князя и служили ему верой и правдой. Но тогда возникает вопрос: а куда делись князья и правители этих земель? Бывшие князья, потомки Рюрика, теряли свой статус удельных князей, то есть собратьев великого князя, и переходили ему в подчинение, становясь на уровень его слуг, то есть бояр или холопов. Они выполняли поручения великого князя, назначались на административные и военные должности, ездили с дипломатическими миссиями в другие страны. Поначалу для них существовала отдельно от всех других бояр группа – служилые князья. Но к концу XVI века они слились со столичным дворянством и уже ничем от него не отличались. Кое-кто из Рюриковичей сохранил свое высокое положение и занимал важные посты в государстве. Остальные перешли в разряд рядового дворянства, как столичного, так и провинциального. Одной из причин упадка того или иного рода являлось его размножение. Возникает вопрос: почему? Ведь когда родственников много, то больше шансов закрепиться у власти. Но не для средневековой Руси. Дело в том, что до указа Петра о майорате, согласно которому все недвижимое имущество переходило старшему сыну, на Руси существовал другой порядок наследования. Земля, доставшаяся от отца, дробилась на части между сыновьями, и каждый получал небольшую часть от того, что осталось. В свою очередь, наследство нового поколения дробилось еще больше. Таким образом, дворяне оставались с крохотными участками земли, порой без крестьян, и даже сами обрабатывали эти поля, производя продукты натурального хозяйства. К концу XVI века династия русских князей и царей, происходящая от потомков Ивана Калиты, и даже не самая старшая, вроде Рюриковичей, закончилась. В 1598 году умер последний царь. Его звали Федор Иванович. Дальше выбрали Бориса Годунова, и началось смутное время. Голод, разруха, убийства и предательство наполнили русскую землю. Однако, оправившись, Россия снова встала на свой исторический путь и выбрала нового царя и новую династию. На этот раз не княжескую, а боярскую. Это были Романовы. Первого царя звали Михаил Федорович. Он был внуком родного брата первой жены Ивана Грозного, Анастасии, и приходился двоюродным братом последнего Рюриковича. При нем Россия начала свое возрождение. Все дела по управлению государством он решал в совете со своим окружением. Этот Верховный Совет назывался Боярской думой, потому что в нем заседали бояре, высшее чиновное звание в эпоху Московской Руси. Для бояр и всего столичного дворянства существовали специальные реестры, куда заносились их имена. Они назывались боярскими списками. Благодаря сохранившимся документам мы имеем возможность узнать поименно всех, кто окружал первого царя из династии Романовых, кто входил в его Верховный Совет. И здесь возникает вопрос: а кто из потомков уже известных в прошлом князей из рода Рюриковичей был в качестве советников нового царя из боярского рода? Согласно сохранившимся документам, среди членов Боярской думы первого Романова упоминается 29 Рюриковичей, представителей 18 княжеских фамилий. Наибольшее количество из них принадлежит потомкам Михаила Всеволодовича Черниговского, признанного православной церковью святым. Это князья Воротынские, Адоевские, Мезецкие, Масальские, Балконские, Лыковы,
Долгоруковы и Репнины. На втором месте находятся потомки князя Федора Ростиславича Ярославского, князья Сицкие, Прозоровские, Троекуровы, Хворостинины и Львовы. Далее 3 князя из потомков младшего сына Всеволода Большое Гнездо Ивана, получившего в удел Стародубское княжество. Это Пожарский, Хилков и Рамадановский. Кроме них в Думе были также князь Шуйский из Суздальской ветви дома Рюриковичей и 2 князя ростовских. В 1645 году царь Михаил Федорович умер. До нашего времени дошел боярский список, датируемый этим годом. Согласно его данным, из Рюриковичей в Думе оставались только князья Лыков, Львов, Репнин, Адоевский, Прозоровский, Волконский и Масальский. Всего 7 из 25 членов, то есть меньше четверти. Сравним эти данные с началом царствования первого Романова. На 1613 год из 32 бояр и окольничих 12 было из Рюриковичей, то есть больше трети. Соответственно, вывод напрашивается однозначный. Количество Рюриковичей в Боярской думе при первом Романове уменьшается.